Привет, друзья! Меня зовут Дмитрий, и вы на канале Дмитриев Сад. Сегодня у нас рубрика «Вопрос-ответ», и я отвечу на самые интересные и актуальные вопросы от зрителей. Итак, начнем. Первый вопрос про морозостойкость косточковых культур. Пишет зритель. У нас были морозы, минус 29 градусов. Как узнать, подмерзла черешня, либо все с ней хорошо? Значит, подмерзание косточковых культур, в особенности цветочных почек, может уже происходить при минус 15. А если морозы выше, то, конечно же, риск очень и очень серьезный. Опять же, зависит от стадии покоя. Допустим, в декабре месяце самая активная стадия покоя. Деревья спят, никакой угрозы нету, даже если будут у вас очень сильные заморозки. Уже в январе стадия покоя, особенно в конце января, подходит к концу, и в феврале зачастую уже косточковые культуры начинают процессы вегетации, начинаются процессы сокодвижения, и вот как раз-таки в феврале самая большая опасность. Сейчас у нас январь месяц, не было никаких оттепелей, морозы сильные, поэтому, несмотря на морозы, скорее всего, косточковые культуры не пострадают. Но как же проверить, все-таки было подмерзание, либо не было, в особенности цветочных почек? Значит, что нам понадобится? Возьмите просто секатор и срежьте пару веточек с цветочными почками. Они, как правило, такие более крупные, чем ростовые. Вот эти веточки срезанные поставьте в банку с водой и где-то на подоконник, либо на стол поставьте. Через 2-3 недели эти почки распустятся, и вы увидите, появятся цветочки, либо нет. Если появились цветочки, вы видите, что цветочки хорошо сформированы, то есть, да, пестики, тычинки, все там на месте, никаких подмерзаний, значит, не было. Все хорошо, весной дерево будет у вас цвести. Подмерзание не случилось. Если вы увидели, что цветочные почки распустились, но из них вышли только листочки, а бутончики какие-то, неразвитые, полузасохшие, искривленные какие-то, тогда подмерзание было. Вот, тут уж ничего не попишешь. Далее, следующий вопрос спрашивают у меня про домашний огород. Сколько по времени, часов в сутки я подсвечиваю растения и какими фитолампами? Про домашний огород, кстати, мы будем сегодня снимать еще отдельный ролик. Я более подробно все это расскажу. Но вот, допустим, стоят у меня огурцы, вот томатики, редиска, там салатик. Значит, подсвечиваю растения фитолампами мощностью 50 Вт. И подсвечиваю 14 часов в сутки. И, в принципе, как видите, этого достаточно. Казалось бы, фитолампы не сильно мощные, но, тем не менее, хватает света для развития. Уже вот у огурцов огурчики такие сформировались, плоды висят, у томатов уже зависть есть, цветочки. И, как видите, растения не вытянутые, им хватает вот этого света. Все, как видите, все с ними нормально. Следующий вопрос про посев перца на рассаду. Люди уже в ролике увидели у меня перец на стеллаже, на столе стоял, как-то мы снимали. Вот, и говорят, неужели вы уже перец посеяли на рассаду? Нет, еще рано, слишком рано сеять. Перец на рассаду я буду сеять после 15 февраля. То же самое касается и баклажанов. Вот баклажан и перец после 15 февраля я сею. В более ранние сроки можно посеять. Допустим, можно и в начале февраля уже высевать и перец, и баклажаны, если у вас нет дополнительной подсветки фитолампами. Когда нет дополнительного освещения, рассада развивается гораздо медленней. Но если есть фитолампы, рассада растет очень и очень быстро. Например, рассада перца под фитолампами может сформироваться полностью готовая к посадке всего лишь за 1,5 месяца, а бывает и за месяц. Вот, поэтому торопиться не нужно. Можно посеять перец и в феврале, а можно даже в марте. Ранние сорта, особенно если вы будете выращивать перец в открытом грунте, и вовсе не торопитесь. Высаживайте перец тогда в марте месяце. Следующий вопрос. Дмитрий, как вы считаете, что лучше выращивать, гибриды либо сорта? Значит, кто смотрит мой канал, знает, что я выращиваю и то, и другое, и сорта, и гибриды. Почему-то вот у людей сформировалось мнение, что гибриды всегда хуже по вкусу.
Вот, всегда там невкусные томаты, деревянные, вот как в магазине. А сорта, вот, мол, раньше были, они всегда были вкусные, все было хорошо. Но это не соответствует действительности. На самом деле сейчас масса гибридов с вкусными ароматными плодами. Это могут быть гибриды там и томата, и огурцов, и так далее. Различных любых абсолютно культур. И опять же, многое еще зависит от вкусовых качеств. Кто-то любит томаты такие, чтобы с кислинкой были, чтобы более такие какие-то плотненькие, а кто-то любит наоборот, чтобы поменьше кислинки, чтобы мясистые. Поэтому, опять же, все еще зависит от вкусовых, значит, ваших предпочтений. Значит, есть особенность между сортами и гибридами. Значит, в чем эта особенность? В чем отличие? Из гибридов, во-первых, нельзя собирать семена, идет расщепление значит, по сортовым вот этим характеристикам, но расщепление у разных культур идет разное. Допустим, если вы соберете семена из гибрида, да, то в первом поколении расщепление будет крайне незначительное. У вас практически такие же плоды и получатся по вкусовым качествам, по размеру, весу, там, по урожайности, все будет хорошо. Но чем дальше вы будете собирать семена и их использовать, расщепление будет происходить все более значительное. Вот у томатов может быть по-разному. Может быть сразу же с собранных семян гибрида там незначительное расщепление, а может быть сразу большое. Поэтому, опять же, происходит по-разному. Допустим, вот как-то я выращивал томат «Черная гроздь», да, и затем собрал семена из этого томатика и посеял. И вот, казалось бы, все хорошо. Не увидел я отличия по урожаю, и форма плодов, и цвет плодов. Все сохранилось. Но вкусовые качества были абсолютно другими. Если брать гибрид, «Черная гроздь», да, томатики были очень сладкими. А уже выращенных из вот этих гибридных семян томаты были по вкусу очень кислыми. Поэтому вот расщепление тут произошло не по урожайности, не по форме плодов, а именно по вкусовым качествам. Следующий вопрос не совсем такой актуальный сейчас, но тем не менее интересный. Нужно ли в обязательном порядке прививать арбузы? Вот, либо можно выращивать арбузы не привитые. Опять же, мнение очень сильно разделилось. Вот в основном, кто занимается профессионально арбузами, всегда делают прививку арбуза на специальное подвое, на лагинарию. Зачастую, да, вот, делают такую прививку. Для чего? Значит, корневая система меньше подвержена фузариозу, различным корневым гнилям. Арбуз лучше потребляет питание, потому что сильная корневая система и более раннее плодоношение. Вот. Но, например, я не делаю прививки. Можно делать, но я не делаю. Сейчас появилось очень множество сортов и гибридов, которые имеют высокую устойчивость к различным корневым гнилям и дают урожай хороший даже без каких-либо прививок, ранний урожай. Поэтому я выращиваю без прививок. Про арбузы я рассказывал, но и к новому сезону, конечно же, к весеннему буду еще рассказывать, какие сорта, какие гибриды я выращиваю. Вот, но такой, значит, гибрид, это топ-позиция у меня, это арбуз бедуин. Вот как по этому году я еще раз убедился, что это просто самый лучший, из всех, которые я пробовал, гибридов. Дело в том, что он устойчив к перепадам температур, и даже вот в это холодное лето урожай полностью весь созрел. И бывает так, что даже недозревшие плоды, вот еще мякоть еле-еле розовая, но уже сладкая. Очень сахаристый вот такой арбуз, поэтому кто еще не закупился семенами, опять же, обратите внимание на этот арбуз. Арбуз бедуин. И еще один вопросик, он опять про биопрепараты, хотя вот этот вопрос я уже поднимал много-много раз, но, может быть, кто-то из новых зрителей написал. Все-таки опять затронем эту тему. Как применять правильно совместно сенную палочку, вот новоспорин, вот этот, и триходерму, в частности, закваски Тутагра. Значит, можно ли их совместно применять, либо нельзя их применять, в какие сроки и так далее, и так далее. Значит, сейчас расскажу. Значит, сенную палочку вместе с триходермой совместно применять нежелательно. Почему? Потому что идет конкуренция. И так как триходерма развивается гораздо быстрее, сенную палочку она подавит ее рост и развитие. Поэтому лучше отдельно, с интервалом 2-3 недели. Вот, допустим, вы полили ваше растение в огороде, либо там какую-то рассаду, триходермы, а затем через 2 недели можете уже сенную палочку внести. Вот. Можно совместно только в одном случае. Если вы триходерму внесли в почву, а сенной палочкой обработали по листу, в этом случае никакой проблемы. Можно делать вот так.
Есть препараты вот у других производителей, где совместно в одном препарате есть и сенная палочка, есть триходерма. Почему же там не происходит конкуренции? Потому что там подобраны специальные штаммы, мало конкурирующие. Если у них и есть конкуренция, она минимальная. Вот такие препараты можно использовать, потому что там определенные штаммы. Если брать разные препараты, особенно от разных производителей, допустим, вместо новоспорина у вас фитоспорин и допустим, триходерма от Тутагра. Там высокая, просто высочезная вероятность, что будет сильная конкуренция. Лучше их раздельно использовать. Вот. Поэтому... Опять же такой момент. Опять же есть еще нюансы по температурному режиму. Допустим, триходерма будет работать в почве уже от +8. Да? А сенная палочка не будет работать, либо практически не будет. Ей нужны более высокие температуры. Хотя бы градусов 18, а то и выше. Вот тогда будет работать сенная палочка. В холодной почве, как триходерма, работать она не будет. Вот поэтому, опять же, есть еще отличия по температурному режиму. Ну и последний вопрос в этом ролике. Какой водой лучше поливать рассаду? Рассадный сезон еще только начинается, у кого-то еще не скоро начнется. Вот, но полив – важная вещь, конечно. Какой водой поливать? Значит, ни в коем случае нельзя поливать рассаду хлорированной водой. Если у вас из-под крана идет вот такая хлорированная вода, сильный запах хлора, такую воду нужно фильтровать, либо отстаивать несколько суток, чтобы этот хлор улетучился. И только затем поливать растения. Хлор угнетающе действует на различные растения. Также нельзя поливать рассаду железистой водой. Если в воде очень много железа, высокое содержание железа, такую воду также нужно отстаивать, либо фильтровать. Значит, какая же вода лучше всего подходит для поливов? Лучшая вода – это талая вода. Талая вода. Что это значит? Сейчас вот можно заготавливать снег, да? Набрали ведерко снега, занесли в дом, снег растаял, и у вас получилась талая вода. Вот талая вода – самая лучшая вода для полива. Она мягкая, содержит минимальное количество различных солей, вот она идеальна просто для полива. Но, конечно же, заготавливать снег можно тоже не везде. Если вы живете в городе, есть транспорт, есть промышленные какие-то загрязнения, такой снег там лучше не собирать. А кто живет где-то за городом, в чистой зоне, вот, нет никаких там выхлопов, загрязнений, без проблем можете насобирать чистого снега и заготовить вот эту талую воду для полива. Если у вас есть актуальные интересные вопросы, особенно по рассаде, потому что уже наступает сезон, напишите их в комментариях, и я на них отвечу. На этом все. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч!